А в этом выпуске мы съездили в Тигры поплавать на катере по рекам и посмотреть жизнь на воде, а также побывали в красивом библейском парке и посмотрели арабские танцы. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Буэнос тардес, чикос! У нас сегодня прекрасный денек. У нас сегодня пятница, 8 марта. Погода наладилась. На улице снова стало тепло, 28 градусов. Ну и мы решили, что раз здесь это не выходной день, а в России выходной, то в принципе у меня этот день не сильно загружен. И мы решили съездить снова в Тигры. Мы там были почти полгода назад. Ну, уж мало ли там что-то изменилось, мы хотим посмотреть, да может быть по каким-то новым местам погулять. Ну, в общем, план такой. Вот Дашуля, Тея, как всегда, только в коляску ложится, сразу кулачки поджимает и все, спать. В общем, все, идем на электричку и едем в Тигры. Очень удобно, что на станции есть лифт, можно спокойно подняться с коляской. Не очень удобно, что он иногда не работает, вот это да. А так вот даже туалет есть. В общем, все для людей. Там вроде поезд приехал, сейчас, наверное, побежим, если это наш. Смотрим. Нет, не наш. Наш только через 10 минут приедет. Ну вот, мы приехали на вокзал, 40 минут заняла дорога, 169 песо обошлась нам она, это 17 центов, вообще классно. Ну что, мы сегодня пойдем посмотрим, что нового интересного появилось в Тигре, и, возможно, откроем для себя какие-то новые места. Пока не очень понятно, как это работает, но вот в таких домиках продаются билеты. У всех в маршрут примерно час 15, ну где-то час 15. Но в одном месте мне сказали 7 тысяч песо, в другом месте сказали 3 тысячи песо за такой же кольцевой маршрут. Ну, в общем, сейчас еще походим, посмотрим. Ну, интересно. Вообще лодки, конечно, очень разные. Есть маленькие, типа как в Питере, такие плоские, такие одноуровневые. А есть вот такие вот. И не знаю, не знаю, как это работает. Ну что, мы купили вот этих ребят за 3000 за персону, 2 билета и пошли на катер, уже будем скоро отплывать. В общем, как я понял, различается это все форматом. Есть прогулочные катерки, а есть конкретно водные трамвайчики, то есть транспорт, на которых люди реально добираются до своих домов на островках здесь. Здесь много рек, образующих острова, и никак по-другому не добраться. И мы поедем сейчас не на катере экскурсионном, мы поедем на настоящем трушном водном трамвайчике. И посмотрим все эти красоты прямо рядом с местными жителями. Ну вот все, сейчас, наверное, колясочку сложим и куда-нибудь уберем. Пока не знаю куда. Тут нам важно еще правильно выбрать места, чтобы сесть не с солнечной стороны. А то мы просто сгорим. Я и так уже, кстати, облизать начал. Тут вообще будет ужас. Да, ребятки, на воде, конечно, хорошо. Хотя вода очень мутная. Вот, но мы выйдем в другие реки, посмотрим, как там. Разместились хорошо, кстати, места много, места очень удобные. Поэтому я думаю, что все пройдет хорошо. И помните, да, что
цены варьировались. Было 16 тысяч, 14 тысяч, 7 тысяч, и мы взяли за 3 тысячи. Посмотрим, как пройдет. Мы сами еще ничего не знаем. Мы сами такого не ожидали, но с нами едет, кроме нас, еще 3 человека. Абсолютно пустая лодка, мягкие кресла и маршрут через места, где вдоль реки стоят домики. У каждого домика есть свой пирс, припаркованы катерки, лодочки. Некоторые дома сдаются в аренду, некоторые дома, я так понимаю, частные. Также ездят на каяках, на байдарках люди. Ну, в общем, такая классная какая-то венецианская жизнь, как будто бы. Но Венеция — это город, а здесь такая загородная латиноамериканская Венеция, где река — это единственная возможность добраться до дома. Ну что, ребят, значит, поездка у нас заняла действительно около часа. Мы обогнули несколько островов, посмотрели на жизнь местных, уютную, спокойную жизнь у воды. Правда, вода там не выполняет функцию купательную, это чисто дорога. Вот. Хотя, не знаю, может, они, конечно, еще и рыбачат там, но я это не увидел. Поездка наша, еще раз скажу, стоила 3000 песо, что просто прекрасно за такой формат. Ну и, в общем-то, за это время очень сильно изменилась погода. Тучи налетели, и такое ощущение, что сейчас пойдет дождь. Поэтому мы быстренько идем на вокзал, он тут рядом, садимся на электричку и едем практически до самого дома. Вообще, считаю, идеальный формат. Получилось очень здорово. Очень рекомендую, если вы поедете в Тигры, вот прямо напротив пирса, вот я не помню, какое окошечко, отмотайте вот назад. Там покупайте, реально хороший формат, не обязательно переплачивать. Будет также интересно и по времени столько же. Ну, в общем-то, и все. Мы домой. Сегодня мы решили посетить абсолютно новое для нас место. Это парк, который называется Тьерра Санта, переводится как «Святая земля». Парк тематический, он про Иисуса, про Святую Землю. Очень интересные на входе всякие конструкции, скульптуры. Очень красиво выглядит. Находится это все возле аэропорта в городе. Добраться несложно. Стоимость для нерезидентов 20 тысяч песо, для резидентов 7 тысяч песо. Вот наш ДНИ наконец-то еще раз пригодился. Пойдемте внутрь и посмотрим, как там все сделано. От входа мы сразу прошли в какой-то туннель, в пещеру. Ну, она, конечно, декоративная. Это не сравнится с пещерой Прометея в Грузии. Тут, ну, просто антураж такой. И в пещере сделаны как раз тематические вот эти проходы, какие-то статуи стоят. И через пещеру мы вышли в какой-то большой зал со скамейками. Ну, все сели, и мы сели. Вот, ждем. Пока что смотрим на прожектор, который бьет нам в глаза, и ждем какого-то чуда.
Ну, как я понял, вся эта миниатюра, весь этот спектакль, в хорошем смысле этого слова, было про как раз библейскую вот эту всю историю, про Иисуса, про Вифлеем. Вот очень хорошо воссозданная картина, примерно как иллюстрации в Библии. Слушайте, ну очень интересное пространство, очень так организовано, все построено прям классно. Вот, ну правда, оно выглядит, конечно, таким игрушечным, знаете, вот как типа интерьеры в аквапарке там, вот. Но тематика этого парка это все-таки библейская, это типа все про Иисуса. Очень жалко, что мы не знаем испанского и не все понимаем, что нам рассказывают здесь, но, по крайней мере, мы можем созерцать и точечно, выборочно, где чуть-чуть понимаем, там пытаемся урвать эту информацию. Ну, танцы были, конечно, прям вообще бомба, космос. Прям этот мужичок с пузиком. Мы сперва думали, что мы не в ту дверь зашли, когда увидели его. Вот. Но нет, все оказалось очень прилично. Коллектив вот, дам очень разнообразный. Есть и толстенькие, и худенькие, и взрослые, и молоденькие, и красивые, и не очень. Танцуют, главное, очень классно, и это самое главное. Вот. Но мужичок, это вообще это умиление было. Вот. Шоу длилось минут 15. Ну, по крайней мере, мы застали минут 15. Ну, пока все. Сейчас пойдем смотреть на самое главное зрелище этого парка. Ну как вам? Красивое шоу, да, завораживающее. Просто играет музыка, аллилуйя, и из-за горы появляется Иисус. Большой притом. Кстати, прямо вот здесь вот рядом садятся самолеты, тут аэропорт через дорогу. Прикиньте, как, наверное, красиво, когда ты идешь на посадку, видишь Буэнос-Айрес, видишь бескрайние водные просторы, тут река большая, и тут же из-за горы Иисус. Наверное, классно.
Ну и одна из скульптур здесь это Ноев ковчег. Тут каждой твари по паре. Моя-то где? Дашуля! Давай, я тебя жду уже. Все, сейчас корабль отходит. А это, ребят, видимо, мечеть. Очень тоже так она выглядит интересно. Очень детально проработана и люди, и все детали интерьера. Прям соответствуют тому, какие мечети видел я и в каких бывал. Ciao, ciao! Да, парк, конечно, очень масштабный. Сюда имеет смысл приходить где-то ближе к закату, чтобы посмотреть его в дневном освещении и в подсветке. Открывается он, по-моему, в 4 часа дня и работает до 10 вечера. То есть можно успеть, на самом деле, и так посмотреть. А парк действительно большой. У него очень много разных туннелей, галерей и просто открытого пространства. Поэтому я думаю, что тут можно прям провести несколько очень интересных часов. Поэтому приходите, очень рекомендую. Отлично проведете время.